2 года назад он исчез. Его не найти, если он сам этого не захочет. Простите, сэр. К вам пришел Джек Ричер. Джек Ричер. Американский детективный триллер режиссера Кристофера МакКуори, экранизация романа «Один выстрел». 9-я книга о Джеке Ричере. 2005 года писателя Ли Чайлда с Томом Крузом в главной роли. Премьера фильма в США состоялась 21 декабря 2012 года. Производственный бюджет фильма «Джек Ричер» составил $60 миллионов. Кассовые сборы в мировом прокате достигли $218 миллионов. Слоган фильма «У закона есть пределы». У него их нет. Работа над экранизацией романа началась еще в 2005 году. Режиссер и сценарист фильма Джек Ричер Кристофер МакКуори работал с Томом Крузом над фильмом 2008 года «Операция Валькирия». Он получил премию «Оскар» за сценарий фильма «Подозрительные лица». Джек Ричер – его вторая режиссерская работа после «Пути оружия» 2000 года. Том Круз стал одним из продюсеров фильма. Тизер картины «Джек Ричер» вышел в день его 50-летия. В декабре 2013 года было объявлено, что будет снят сиквел. За основу сценария была взята 18-я книга о Ричере «Никогда не возвращайся» 2013 года. Премьера продолжения состоялась 21 октября 2016 года в США. В Питтсбурге неизвестный стрелок убивает из снайперской винтовки 5 случайных прохожих. Детектив Эмерсон в исполнении Дэвида Айлоа идет по горячим следам и арестовывает бывшего армейского снайпера Джеймса Барра в исполнении Джозефа Сикора. Доказательства обвинения бесспорны. Окружной прокурор Алекс Родин, его играет Ричард Дженкинс, предлагает обвиняемому сделку с правосудием, но тот просит найти некоего Джека Ричера. Ричер оказывается человеком-невидимкой. На его имя не зарегистрировано ни кредиток, ни номера телефона, ни жилья, ни автомобиля. Сомнительно, существует ли он вообще. Но когда Эмерсон излагает его биографию окружному прокурору, внезапно Ричер, его играет Том Круз, является сам. Детектив и прокурор приводят Ричера к Барру, оказавшемуся в больнице в коматозном состоянии после жестокого избиения другими заключенными. Там Ричер встречается с адвокатом обвиняемого, Хелен Родин, дочерью прокурора Алекса Родина, и заявляет, что во время службы в Ираке выявил вину Барра, тот расстрелял 4 сотрудников частной охранной компании. Однако те запятнали себя, изнасиловав 28 иракских женщин, и компания замяла дело. Хелен нанимает Ричера, и тот находит в деле некоторые странности. Почему опытный снайпер Барр стрелял с парковки, за которую заплатил, бросив монетку с отпечатком пальца в автомат, когда солнце било ему в глаза, в то время как он мог стрелять с моста прямо из автомобиля? Тогда солнце было бы за спиной, жертвы оказались бы на одной линии, а гильзы остались бы в автомобиле. Одна из пуль угодила в емкость с жидкостью и сохранилась в целости как улика, а гильза от второй упала между плитами пола парковки. Вскоре за Ричером начинается слежка. Некто нанимает 5 хулиганов, чтобы они его избили. Ричер идет по следу нанимателя хулиганов и приходит к выводу, что его тоже хотели убрать. Машина, с которой осуществлялась слежка, принадлежит строительной компании, с которой судилась одна из 5 жертв снайпера. Хелен находит некую международную компанию, принадлежащую русской мафии, которая получает контракты на благоустройство городов у коррумпированных политиков. Ричер и Элен понимают, что Барр невиновен и его подставили, что убить надо было только одного человека, а другие 4 убийства должны были послужить маскировкой. Ричер приходит к выводу, что один из 3, Эмерсон, Алекс Родин или его дочь, замешаны в этом деле, поскольку больше никто про него не знал. Ричер находит стрельбище, где тренировался Барр, и получает снимок и отпечатки пальцев таинственного друга Барра, которым оказывается бандит-снайпер Чарли в исполнении Джая Кортни. Почувствовав себя загнанным в угол, Эмерсон захватывает Хелен, но Ричер попадается в ловушку и с помощью владельца стрельбища, сержанта Морпеха Кэша, в исполнении Роберта Дюваля, истребляет всю банду, включая и загадочного босса по кличке Зэк. Его играет известный режиссер Вернер Херцог, который из-за отсутствия свидетелей был бы не подсуден. Очнувшись после кома, Барр частично потерял память, но готов взять на себя убийство. Когда Хелен Родин показывает ему фотографии места преступления и просит описать, как были совершены убийства, тот рассказывает, что он действовал бы совсем иначе, стрелял бы так, чтобы солнце было за спиной, чтобы цели выстроены на одной линии и так далее. Наблюдающий за этим прокурор убеждается в невиновности бывшего армейца. В ролях: Том Круз, Джек Ричер, бывший дознаватель военной полиции; Розамунд Пайк, Хелен Родин, окружной прокурор; Джозеф Сикора, Джеймс Барр, подозреваемый в убийстве, бывший армейский снайпер; Джай Кортни, Чарли, снайпер-убийца; Дэвид Айлоа, Эмерсон, детектив; Роберт Дюваль,
Мартин Кэш, морпех, владелец стрельбища. Вернер Херцог, зэк, главарь европейской банды. Ричард Дженкинс, Алекс Родин, прокурор. Уже в год выхода романа Ли Чайлда началась работа над его киноверсией, права на которую приобрела компания Paramount Pictures. Съемки фильма «Джек Ричер» начались в октябре 2011 и закончились в январе 2012 года. Они проходили в Питтсбурге и Сальцбурге. Действие романа происходит на Среднем Западе. На роль прокурора Элен Родин первоначально рассматривались Наоми Харрис, Хейли Этвилл, Ева Грин, Нуми Рапаз и Алекса Давалас. Роль в итоге отошла Розамунд Пайк, которая снималась в фильме, будучи на 4-м месяце беременности. Первоначально премьера фильма должна была состояться в 2013 году. В марте 2012 года было сообщено о переносе премьеры на 21 декабря 2012 года, так как продюсеры рассчитывали повторить успех выпущенного в это же время в 2011 году фильма «Миссия невыполнима. Протокол Фантом», самого кассового из цикла «Миссия невыполнима». Холодный выстрел, о котором упоминается в фильме, считается мифом. Многие профессиональные стрелки согласны с утверждением, что точность первого выстрела не зависит от того, холодный был ствол или нет. При съемке одного из эпизодов машина Тома Круза заглохла, чего не было в планах. Но актер умудрился быстро завести ее. Режиссеру Кристоферу МакКуори момент так понравился, что он включил его в фильм. Том Круз во всех фильмах старается исполнять все трюки своего героя. Джек Ричер не стал исключением. Во всех автомобильных погонях в фильме Круз не пользовался услугами дублера. Брэд Питт и Хью Джекман были основными претендентами на главную роль в фильме, до того, как проектом заинтересовался Том Круз. По словам актера Дуэйна Джонсона, большого поклонника книг о Джеке Ричере, он в 2007 году практически добился запуска фильма о Ричере в производство, с собой в главной роли, но помешали его обязательства по другим контрактам. Первоначально фильм должен был называться так же, как и роман Ли Чайлда «Один выстрел». Том Круз и Розамунд Пайк пытались выстроить химию между своими героями, отталкиваясь от фильма «Афера» Томаса Крауна 1968 года. Герой романа и фильма – бывший дознаватель военной полиции Джек Ричер. В меру крутой, в меру циничный, немного одинокий и разочаровавшийся в жизни человек. Однако вместо того, чтобы опустить руки и сдаться, Ричер предпочитает не плыть по течению, а делать все возможное, чтобы доказать себе и окружающим, что справедливость в нашем мире одна для всех. Джеку Ричеру по книгам 36-45 лет, а Тому Крузу исполнилось 50, когда фильм вышел на большом экране. Том Круз подтвердил свое участие в съемках в июле 2011 года. Фанаты книги были удивлены выбором продюсеров, так как рост книжного Джека Ричера 196 см, а вес 113 кг, в то время как рост Тома Круза 170 см. Однако кандидатуру Круза поддержал автор романа Ли Чайлд. Размеры Ричера в книге – это метафора силы, которую нельзя остановить. Круз может показать это другими способами. Радует, что сюжет подается с изрядной долей юмора. Несмотря на серьезность дела, Джек не забывает отшучиваться и всячески подначивать окружающих. Не сможешь? Думаешь? Постоянно. И ты попробуй. Шикарная шутка. Благодаря юмору история смотрится крайне легко и свежо. Сюжет Джека Ричера остается загадкой до самого конца. Это отличительная особенность книг Ли Чайлда. Если вы сели смотреть этот фильм, то вы начали с детектива, продолжили восхищаться захватывающим триллером, а закончили крутым, настоящим боевиком в лучших традициях жанра. Получился захватывающий фильм, который затягивает зрителя своей невероятной правдоподобностью и интригует его до самой развязки. В этом весь он, полный неуловимого обаяния и загадки, Джек Ричер.